Присаживайтесь, пожалуйста. Мы будем дальше слушать проповедь, слово Майкла Гота, поэтому, пожалуйста, брат, мы рады. И сейчас видео, да? Хорошо, пожалуйста. Можно выключить свет здесь впереди. Да. Да, включи с самого начала. В нашей стране очень много христиан. Я имею в виду, что где-то 20, может 30 тысяч евангельских христиан в стране, где 11 миллионов человек. Это светская, материалистическая страна, индивидуалистическая. И перед нами большой вызов стоит. Я могу сказать, что в нашей стране это большое миссионерское поле. Я где-то читал, что 2% евангельских христиан в нашей стране. И много людей просто ничего не знают о христианстве. Представьте, у нас 8050 городов в Италии, и только 1000 из них имеют евангельскую церковь. Поэтому у нас еще 7000 церквей в Италии, которые должны услышать Евангелие. 7000 городов. Европа — наиболее светская страна в мире. Это единственный континент, где евангелистские церкви упали в количестве. Самый маленький процент возрожденных людей именно в Европе. И Европа — это самое востребованное миссионерское поле в мире сегодня. Евангелизм растет в других странах мира, но в то же время растет нечто еще, и еще быстрее. Это неверие. В соответствии с мировой энциклопедией христианской, неверие выросло, захватило 15% населения мира сегодня. И Европа — это источник этой эпидемии во всем мире. Когда-то в Европе 100 лет назад было 90% всех неверующих, а сегодня 85% из них во всем мире. Неверие вытеснило христианство из Европы. За последние 100 лет людей, которые называют себя неверующими, выросло до 130 миллионов человек. И если бы искать этот антидот этой эпидемии, то Европа — это та страна, где он должен был бы и быть найден. Сегодня в Европе очень большой кризис, и особенно в Великобритании. Много пастырей, они скоро уйдут на пенсию, где мы возьмем новых лидеров для нового поколения. Мы знаем, что они где-то там, Бог их взращивает, но у них нет доступа к качественному образованию христианскому и современных методов. Мы в духовном кризисе сегодня в Германии, и мы молим Бога о том, чтобы Он еще раз сделал то же самое, что делал раньше, чтобы Он побудил людей и прям потряс нашу страну и нашу нацию. Да, можно свет включить. And you can see that they included Moldova and they included Ukraine in this picture. И как вы видели, и Молдова, и Украина, их Listen этого for a касается. moment. Послушайте. For several years, Несколько лет I did evangelism in Poland. Я занимался евангелизмом в Польше. Let me explain. Я расскажу. I first came to Ukraine Впервые я приехал в Украину in 1967. в 1967 году. That's before many of you were born. Это еще до того, как вы родились. And when I got here, Когда я приехал сюда, I came back again with Jan and I were just married. Я приехал еще раз, уже когда я с Джен были семьей. And here in Kyiv, И здесь, в Киеве,
I was arrested by the KGB. Я был арестован КГБ, And they said, и они we сказали, think you stole an icon from St. Michael's. нам кажется, ты украл икону из собора Святого Майкла, And of course I Михаила. didn't. И я не крал икону оттуда. I had been to the Baptist church 3 times. Я был в баптистской церкви 3 раза. And they said, you're a troublemaker. И они мне сказали, ты создаешь проблемы. And so they arrested us, Они нас арестовали, took us to Boryspil, привезли в Борисполь and said, и сказали, say goodbye to Kyiv. You will never see it in your lifetime. попрощайтесь с Киевом, это в последний раз, когда вы его видите. So that there was a 12-year period of time Итак, прошло потом 12 лет, when the Soviet Union was still in existence и Союз еще существовал, that I советский, was blacklisted. и я был в черном списке. In other words, they would never let me come back again. They would never give me a visa. Другими словами, мне бы никто никогда не дал визу еще раз. During that time, На протяжении этого I was времени involved in evangelism in Poland. мы делали евангелизм в Польше. And then immediately, И потом, when freedom came to Moldova and freedom came to Ukraine, когда свобода пришла в Молдавию, в Украину, I came back here again. я вернулся сюда снова. But I want to talk about Poland for a moment because it's exactly what you saw on this screen. Но пару слов о Польше. Вы видели уже это на экране. In Poland, В Польше the concern is not that people are joining evangelical churches. проблема не в том, что люди ходят в евангельские церкви. That does not trouble the Catholic Church. И это не волнует католиков. It is total unbelief, Проблема в полном неверии, materialism, secularism. материализме. I no Люди longer по-светски have time живут. for the church. У меня больше нету вообще времени на какую-либо So церковь. what is happening in Europe И то, что происходит в Европе, is soon going to happen in Ukraine and in Moldova. скоро будет происходить и в Украине, и в Молдове. If we are not active in И evangelism, если мы не будем активными let me евангелистами, tell you what's going to happen in Ukraine. то вот что произойдет в Украине. The number of people attending the Orthodox Church is going to go down, down, down. Люди, которые посещают православную церковь, их станет меньше и меньше, And faithful Baptists are going to be so busy trying to make money а верные баптисты, они будут так заняты that they don't деланием have time for the денег, church anymore. и у них не будет просто времени на церковь. Many Baptist churches have stopped having worship on Sunday night because the people won't come. И во многих церквах уже нет вечернего служения, потому что люди не приходят. And it is unbelief, И неверие, secularism, светская materialism. жизнь, материализм. that is the great challenge today. Это сегодня большой вызов. And as Moldova and as Ukraine moves closer and closer to the EU, И в то время как мы, Украина и Молдавия, движемся ближе к Евросоюзу, there are going to be pressures put on evangelical Christians. то евангелистская церковь будет ощущать большое давление на себя. Same-sex marriage, homosexuality. Однополые шлюбы, They're going to браки. say И вот что будет дальше. exactly what has been said to the church in Canada. Все то же самое произойдет, что произошло и с церковью в Let Канаде. me tell you what's happened. Вот что произошло. If you preach against homosexuality Если ты будешь проповедовать против and гомосексуализма same-sex marriage, и однополых браков, that is now classified as hate speech. сегодня это в Канаде расценят как ненависть. And a pastor can even be arrested in Canada И пастора могут арестовать за это в Канаде. for preaching on that theme. За то, что проповедует об этом. So that secularism Поэтому мирская жизнь, Materialism материализм is so powerful, настолько мощный, especially in Europe. особенно в Европе. And that's the reason И это и есть причина, that Europe has become one of the most unevangelized parts of the world почему today. Европа сегодня стала наиболее не евангелизированной And страной мира, that's частью what мира. Poland is experiencing now, И сегодня это же и в Польше происходит, and that's what is going to come to Ukraine, and it's what's going to come to Romania. и это идет и в Украину, и в Румынию. If we are not empowered by the Holy Spirit to bear witness of Christ, И если мы не вдохновлены Духом Святым быть свидетельствами you will Христа, see the same thing happen in your countries вы увидите, что то же самое произойдет и в нашей that стране, has happened in Europe. что произошло в Европе. And I bring this as a challenge, as a warning. И я хочу, чтобы это звучало сегодня как предупреждение и как вызов. Why did this happen?
Почему это произошло? Because the church stopped doing evangelism. Потому что церковь перестала заниматься евангелизмом. And they stopped believing what the Bible taught. И они перестали верить в то, что учит Библия. Theological liberalism. Что теологический вольность и свобода теологическая. Not everybody is lost. Что не все потеряны. There are people who believe in universalism. И есть люди, которые верят в такой универсализм. You know what universalism is? Знаете, что это такое? It is a belief in the church Это вера в церковь. that Jesus Christ died for everybody, Что Иисус умер за всех. and whether people want to be saved or they don't want to be saved, И неважно, человек хочет быть спасенным или не хочет. Jesus saved everybody when he died on the Иисус cross. спас все равно всех, когда умер на кресте. And you come to church И ты приходишь в to церковь, live a better life, чтобы and зажить you новой practice the Christian жизнью. faith, Ты принимаешь because христианскую that's the веру, best way to live. потому что это лучший способ прожить But жизнь. even if you don't come to church Но даже если ты не ходишь в церковь and don't believe in Jesus и не веришь в Иисуса, and don't believe in God, не веришь в Бога, you're going to go to heaven anyway ты пойдешь в небо все равно. because Jesus died for everybody. Потому что Иисус ведь за всех умер. And there are many theologians in Europe that teach that kind of thing. И в Европе сегодня много теологов, которые именно это учат. Nobody needs to be converted Никому не надо because каяться. everybody was converted when Jesus Christ died on the Потому что cross. все были покаяны и изменены, когда Христос умер на кресте. And that's the kind of thing И это that caused the church in Europe to stop passionately doing evangelism. стало причиной, почему церкви в Европе перестали страстно заниматься евангелизмом. They don't believe people are lost. Они больше не верят, что люди So if you потеряны. don't believe that people are lost, Если ты не веришь, что люди нуждаются you в спасении, lose all urgency and all passion. тогда вся страсть и желание помочь теряется. That has not come to Moldova yet. Это все еще не пришло в It Молдавию. has not come to Ukraine yet. Это еще не пришло в Украину. But I warn you, it is coming. Но хочу вас предупредить, If оно we do идет. not practice New Testament Christianity Если мы не будем практиковать новозаветнее and do New христианство Testament evangelism, и не будем заниматься you will евангелизмом, live to see the very thing talked about in this documentary за вашей жизнью вы увидите то, что мы видели в этом happening in фильме, this country. как это будет происходить в этой стране. But now, let's totally change the picture. А сейчас давайте мы посмотрим на все с другой стороны. Let me speak to my friends here from Moldova. Друзья из Молдовы, которые вы здесь, Let me speak to those of you who are Ukrainians. те, кто украинцы здесь, Think with me. подумаем вместе. Tell me any time Скажите мне, любое время in the last 100 years за последние 100 лет, that Christians had the opportunity of doing evangelism like you have today. когда у христиан было бы больше возможностей заниматься евангелизмом, чем сегодня. Tell me. Когда Any это time было? in the last Скажите, 100 years когда за последние 100 лет было лучшее when you время для had the этого? freedom to do evangelism like you have the freedom to do it today. Когда была бы у вас такая свобода для заниматься евангелизмом, как сегодня? And I can show you examples И я вам покажу примеры, of how Ukrainian Christians как украинцы, have христиане, the same usable literature у них была та же литература that и is being used способности, in England and Canada and America. которая использовалась и в Англии, и в Канаде, и в Америке. What is available to you over the internet? А в интернете что для нас сегодня доступно есть? Almost everything that an American Christian has or a British Christian has to use in evangelism is now available to you. Все то, чем пользуются для евангелизма американцы, британцы, все то для нас сегодня есть доступным. So what's the point? Так в чем же суть? Listen to what Jesus said. Вот что сказал Иисус. Jesus said, to whom much is given, Он сказал, те, кому много дано, of you much more is going to be required. от вас много и будет востребовано. Okay, go back in your history 50 years ago. Давайте вернемся в нашей истории на лет 50 назад. What could an evangelical Christian or a Baptist do in evangelism 50 years ago? Чем мог бы заниматься евангелист, баптист лет 50 назад? When I first came to Ukraine and to Russia, Когда я впервые приехал в Украину или there would be Россию, churches of 500 that had 1 or 2 Bibles. в церквях где-то по 500 членов было, и среди них была только одна Библия на всех. Или Today, две. Сегодня же you can give a Bible to any person in Ukraine. ты можешь дать Библию каждому человеку, сегодня живущему they're в Украине. available.
И они есть доступными. You can give a Bible to any person in Moldova. Сегодня можно раздать Библии каждому молдаванину. When I first came to Russia Когда я впервые приехал в and Россию preached in what was then Leningrad, и проповедовал, тогда это назывался Ленинград, the pastor said, "Would you like to stay Sunday afternoon?" пастор спросил: а ты хотел бы остаться на обед в And I said, воскресенье? "What's going to happen Sunday afternoon?" Я спросил: а что будет после обеда в воскресенье? said, И он сказал: Our deacons are going to read the Bible наши диакона соберутся читать Библию, because our people don't have Bibles. потому что у людей нет Библии. And people literally sat there, И люди реально буквально and the садились, deacon would slowly read the Bible, и диакон медленно читал and Библию, people would write it by hand. и люди переписывали ее вручную. And if they didn't understand something, they'd raise their hand and say, "Read that sentence again." Если кто-то что-то не понял, поднимали руку и говорили: прочитайте еще раз, пожалуйста. And I saw people И я видел людей, for 3 hours on Sunday afternoon которые 3 часа в воскресенье после обеда writing the Bible on a piece of paper to take home with them переписывали Библию у себя на листочках, чтобы забрать с because there were собой no дома, Bibles available. потому что дома у них не было Библии. But look at you. Посмотрим на себя сегодня. Nearly 3/4 of you 3/4 из вас, were born after communism ended in Ukraine. вы родились уже после того, как коммунизм перестал быть в Украине. It's history to you. Для вас это уже просто You история. never lived in those times. Вы не жили в те времена. You have had so many wonderful things happen during your lifetime. И ваше время жизни, у вас столько всего хорошего случилось. And there's a sense in which И есть чувство, что people like me люди, как я, and people like и you люди, как вы, don't even have the ability to give a contrast даже у них нет способности реально сравнить between what was and what между is. тем, что было и что есть сегодня. We want to think, Мы хотели бы well, it's a good time to be a Christian in Ukraine. думать как. Это неплохо быть христианином в Украине A good сегодня. time. Неплохо? Yes, and it's difficult now. Да, неплохо, но все равно сложно. We don't know what difficulties our former generations had. Друзья, мы понятия не имеем, что на самом деле означает сложно. In Moldova, В Молдавии you have as much religious freedom right now as they have in America. сегодня столько же религиозной свободы, сколько сегодня в Америке. In Ukraine, В Украине you have as much more religious freedom than they have in Canada right у now. вас сегодня больше религиозной свободы, чем сегодня в Канаде. Have you heard what just happened to Franklin Graham? Вы слышали, что недавно было с Франклином Грэмом? He was invited to be in a major English city, Его пригласили в большой британский город and they paid for advertisements и заплатили за on the рекламу, sides of the buses. на автобусах And they реклама. plan to use a large arena for doing И evangelism. они арендовали большой стадион для евангелизма. And then somebody И некто found a Franklin Graham sermon нашел проповедь where he Фрэнклина, called homosexuality sin. где он называл гомосексуализм And грехом. И сказал, Anyone that practices this что каждый, кто это делает, is lost and will never go to heaven. это потерянный человек и никогда не пойдет в They небо. took that sermon to the city council, Они взяли эту проповедь к начальству and города, immediately they took the advertisements off the sides of buses, и сразу же всю рекламу с автобусов сняли, and they canceled many of the plans for отменили the crusade. много планов для крусейда, And I think they canceled his reservation to be in that large city center where they were going to have the и crusade. мне кажется, они даже отменили то мероприятие в том большом зале, в том городе. That won't happen in Ukraine, В Украине это не произойдет, but it happened in England. но в Англии это произошло. That won't happen in Moldova, В Молдавии такого не but it будет, will happen in Europe. но в Европе это And происходит. if you and I do not realize И если мы не поймем и that не this увидим, is a special moment, что сегодня особенный and to период, whom much is given, и кому много дано, much is going to be required. с того много спросят. And if we let this moment come and go, И если мы разрешим этому моменту просто пройти and мимо don't нас, take advantage of the freedoms that we have to do и мы evangelism, не воспользуемся свободами, которые сегодня There даны для will be a евангелизма, day то будет день, when we will have to say, когда нам придется сказать: we had a wonderful golden hour and we missed our moment. у нас был прекрасный шанс, но мы его упустили. Some time ago, I came to Ukraine Как-то я приехал в Украину,
with a group called the Singing Men of Texas. С командой называется она «Поющие мужчины Техаса». And they are music directors from Baptist churches in Texas. Многие из них это лидеры музыкального служения в церквях баптистских в A choir Техасе. of about 100. Это был хор, человек 100. And they came to Ukraine Они приехали в and Украину they said, и сказали: "Oh my, we have an opportunity of doing evangelism here." ух ты, у нас такая возможность сегодня заниматься евангелизмом здесь. And the attendance was great, И посещаемость была and the большая. experience was wonderful. Это был чудесный опыт. And they usually go someplace to sing every 2 years. И часто мы едем в города петь каждые 2 года. But they went home and said, Но они поехали домой и "We сказали: can't wait." мы не можем ждать. And they contacted us and they said, Они с нами связались и сказали: "Could you schedule us to sing in Ukraine again?" слушай, мы хотим поехать в Украину снова. And we said, "Yes, we think so." И мы сказали: хорошо, мы можем подумать о планировании. And we planned an itinerary И мы спланировали, that started in Odessa начали мы в Одессе and went to Crimea. и поехали в And we Крым. were in 5 or 6 services, large meetings in Crimea. И в Крыму у нас было 5 или 6 концертов больших. In one place, В одном городе so many people came, they locked the doors. столько людей пришло, что они просто замкнули With двери. 300 people on the outside. И где-то 300 человек было And снаружи. some of our team went out and apologized that they couldn't get in. И некоторые из нашей команды и выходили и извинялись, что они не могут войти. Listen, please. Послушайте. That was the last major evangelistic campaign in Crimea before Russia invaded. Это была последняя большая масштабная евангелизация в Крыму перед захватом России. We could never go back there now. Теперь нам уже туда не поехать. And look what's happened right now in Ukraine, И что произошло вот недавно в Украине, in Lugansk, в Луганске? and the things that's happening. И это происходит. There is such a thing as the doors that were once open now shut. Такое ощущение, что те двери, которые были когда-то открыты, уже закрываются. And Jesus warned us about that. Иисус предупреждал нас об He этом. said, "When I open the door, Он говорит: когда я открываю дверь, no one can close it. I'll keep it open. никто ее не закроет, я ее держу открытой. But if the door is ever shut, Но если дверь закроется, no one can open it." никто уже ее не откроет. Now, I'm quoting from Revelation chapter 3. Это я процитировал из Откровения, 3 глава. And in today's English, И сегодня на tell современном you what it английском языке says. вот как там сказано. Jesus is saying Иисус говорит in Revelation chapter 3, в Откровении, verse 3 7 глава, and 8, 3 but глава, especially in verse 8. 7-8 стих, но Listen особенно to these 8. words. Послушайте эти Let слова. me quote it from English and then we'll read it in your mother Я tongue. прочитаю на английском, а потом мы прочитаем на русском. In the modern English language, it says this. Современное английское звучит так. See, I have opened a door right in front of you, which no one can close. In verse 9, quote the English. Так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который говорит: и никто не затворяет, и никто не отворит. Now, that's in your mother tongue, Это на русском. but quote modern English. Окей. Quote it from me, not from there. Да. Двери, которые я открываю, уже никто не сможет закрыть. See, Видишь? I have opened a door right in front of you. Я открыл двери прямо перед тобой. And that is what Jesus Christ is saying to the people of Moldova and the people of Ukraine. И именно это сегодня Христос говорит людям в Молдавии и в Украине. Look what I've done for you. Смотри, что я сделал для тебя. I have opened a door right in front of you. Я открыл дверь прямо перед тобой. There is not one city in Ukraine that is closed to the preaching of the gospel. И нет города в Украине, который был бы закрыт для Евангелия сегодня. And the same is true in Moldova. Такое же происходит в And the Молдавии same is true in Romania. и в Румынии. But listen, Но послушайте, Jesus does not promise us Иисус не обещает нам, that this is going to continue forever. что это будет продолжаться вечно. He says, Он говорит: right now, сегодня, I am сейчас, keeping the door open for you. я эти двери держу открытыми для But тебя. if that door closes, Но если дверь закроется, you'll never be able to open it. ты уже никогда не сможешь ее открыть. In my lifetime, В моей жизни I will never go back. I will never have a chance to go back to Crimea у меня уже не будет шанса поехать в Крым, and rent a large hall арендовать большой зал, where
2,000 people can come где бы 2000 человек могли and be прийти able to preach to them и иметь возможность им проповедовать, as I did at one time. как я однажды это уже делал. That door's closed. Эта дверь закрылась. And I want to say to all of you, И я хочу всем вам сказать, if you let this special moment pass, что если вы упустите этот особенный момент when you're just religious Baptists и будете просто религиозными баптистами, going through the same activities that goes on in a typical Baptist church, и будете дальше заниматься тем же, чем занимаетесь в обычной баптистской церкви, and if you don't take advantage of trying to reach people и если вы не воспользуетесь этими возможностями with достигать the людей gospel of Jesus Christ, с Евангелия Иисуса Христа, there may come a day может прийти when день, you'll never be able to do it. когда уже никогда не сможете это сделать. They cannot even worship in Baptist congregations in Lugansk И сегодня в Луганске они даже не могут проводить служение. and in the Donetsk area. И в Донецке. And I've preached in all of those places. Я когда-то там проповедовал, And that door is shut. но эта дверь уже закрыта. I'm telling us И говорю нам, that we must understand что мы должны понять, that harvest time что жатва is always brief. всегда она недолго длится. It may take months for the wheat crop or the barley crop to ripen. Где-то месяц происходит именно сборка урожая. But when it's ripe, Но когда урожай собран, you have to reap while the opportunity is there. и вам надо искать эти возможности, которые есть во время And if урожая. you wait, Если вы будете ждать слишком долго, it's a terrible mistake. это будет большая ошибка. Let me tell you what's happening right now in Ukraine. Вот что происходит сегодня в Украине. Crops are being harvested. Сегодня уже много чего In some собрали. places they're already harvested. И уже поля пусты, урожай прошел. The corn is going to be harvested in the next few weeks. Скоро будут собирать урожай кукурузы. Have you ever noticed these harvesters, these big harvesters? Обращали вы внимание на эти большие машины, которые собирают урожай? It's strange to a person who looks at them for the first time. И оно так дивно смотрится, когда впервые What's наблюдаешь. strange? Что же такое удивляющее? They have lights on them. Там у них есть лампочки, фонари. Why would a harvesting machine have lights on it? Зачем этим комбайнам такие большие фонари? I'll tell you why. Я скажу зачем. Because during the harvest season, Потому что во время сезона they урожая work all through the night, они работают всю ночь, 24 hours in a day. 24 часа в They сутки. cannot wait. Они не They могут cannot ждать. wait. Не могут Harvest ждать. time. Harvest time Время is жатвы, now. время жатвы. And these men work 24 hours a day till they finish the harvest. И эти люди работают по 24 часа в сутки, чтобы собрать весь урожай. If people involved in agriculture Люди, которые работают в Understand the бизнесе, они понимают, насколько важно of getting the harvest in собрать вовремя урожай. before the weather changes, Перед тем, как поменяется before the rain погода. comes. Перед дождем. If they understand, Если они это понимают, we can't wait, то нам тоже нельзя ждать. then God's people И Божьи люди need to understand. должны понять, We can't wait. нам нельзя ждать. The time is now. Время сейчас. And don't tell me you're just doing work at your church as usual. И не говорите мне, что вы занимаетесь той же работой, как и обычно в своей церкви. We need to be thinking like a harvester's mindset. Нам надо думать так, как думают те, которые собирают сегодня урожай. Now is the time. Время We сейчас. cannot afford to wait. Нам нельзя ждать. Now, let me tell you more about this passage that Jesus gave us. Еще пару слов о том, что нам Иисус здесь говорит. Remember John chapter 4? Иоанна, And he said, 4 глава. Он Look сказал, on the fields, посмотрите на поля, for they are white unto harvest. они уже поспели для урожая. In English, it says white unto harvest. А в английском языке говорится, они уже побелели. Now, listen, please. Послушайте. When wheat is ripe, Когда пшеницу собрали, it's a golden harvest. то это золотой урожай. You Ukrainians know that so well. И вы знаете, что такое золотой урожай, украинцы. But there is a stage beyond a golden harvest. Но есть еще одна стадия, которая идет перед стадией золотого урожая. And the wheat starts to turn white. Это когда колоски, они становятся белыми. And harvesters get frightened when they see that color. И когда люди, которые работают в поле, видят белый цвет, Because they are saying, они говорят,
the crop is so ripe что зерно настолько уже поспело, that it may be too late to get all of the grain gathered. что может быть уже слишком поздно собрать все зерно. Even the wind blowing the wheat heads Потому что даже ветерок, который шатает causes grain колос, to fall to the ground. может повлиять на то, что семена будут вываливаться на And землю. Jesus was saying, it's ripe unto harvest. Иисус говорил, жатва уже побелела. But he was saying more than that. Он сказал, It's dangerously ripe. это уже экстремально важно прямо сейчас собрать And if урожай. you wait any longer, Если ты еще чуть-чуть подождешь, you're going to lose part of the harvest. то часть урожая просто ты потеряешь. That's what Jesus was saying. Именно об этом говорил Христос. You can't afford to wait. Нельзя позволить себе Now's ждать. the time. Сейчас время. And for us, И для нас we realize нам надо понять, we've got one life. что у нас одна жизнь. And what you're going to do for God, you must do now. И то, что ты собираешься делать для Бога, ты должен делать это сейчас. There is a book Есть книга, that has been read by thousands of people, even in Ukraine. которую прочитали тысячи людей, и в Украине тоже. And it's a book Эта книга entitled, называется Don't Waste Your Life. «Не трать свою жизнь». And when I saw that book, Когда я увидел эту I книгу, said, oh, that's wonderful. я сказал, о, чудесно. That's a book about evangelism Это книга о евангелизме. and reaching these people И как достигать этих who are людей, wasting their life. которые тратят свою жизнь. Let me read that book. Я прочитаю эту книгу. It will motivate me to do evangelism. Она смотивирует меня к евангелизму. They're wasting their life. Они же тратят свою жизнь. And this is telling me how I need to go and А evangelize здесь в them. книге написано, как их евангелизировать. No, that's not what the book is about. Но нет, не об этом эта книга. Don't Waste Your Life Не трать свою жизнь. was a book written to Christians. Это книга, которая была написана христианам. And the theme of the book is, И тема книги you're saved. «Ты спасен, You're going to go to heaven. ты пойдешь в небо». But you can waste your life Но ты не можешь тратить свою on жизнь things that don't matter. на те вещи, которые не имеют значения. Instead of putting first things first, Вместо того, чтобы важные вещи поставить на первое you место, get involved in things ты можешь себя залучить в те done дела, at the church, ходить в церковь, religious activities религиозная всякая that деятельность, brings nobody которая никого не to приведет Jesus к Christ. Иисусу Христу. You know the game volleyball. Вы знаете такую игру волейбол. I know one church Я знаю одну церковь, that has a family life building, a place for recreation. у них есть большая территория для развлечений, для отдыха. In that city, В том городе each church has organized a volleyball team. каждая церковь организовала волейбольную And the команду, Baptist church plays the Methodist church. и баптисты играли с And the методистами, Presbyterian church plays the Pentecostal и church. пресвитерианцы играли с пятидесятниками. And all day Saturday, И всю субботу they play volleyball. они играли в волейбол. And if you get eliminated, okay, the one who wins plays somebody else. И если тебя исключили из игры, ничего страшного, поиграй еще где-то. And the Кто-то... pastor said to me, И пастор мне сказал, we spend hours мы часами organizing this. проводим организацию этого всего. And I don't know anybody И я никого еще не that has знаю, ever come to Christ который пришел бы ко Христу with this activity. благодаря вот этому мероприятию. And I'm asking. И я задаю And he вопрос. said, come with me. Я говорю, иди со мной. And he took me into the hall of the church. И он привел меня в зал церкви. And one of the deacons had built a wonderful cabinet И один из диаконов построил With такой lights. шкафчик с освещением. and glass shelves. И там были стеклянные полочки. And he said, look, И он сказал мне, смотри, here we were second place. вот второе место мы Here we were заработали. first place. Вот где мы выиграли Here первое we were место. third place. Вот мы на третьем месте Look at our выиграли. trophies. Смотри на наши трофеи. But I don't know anybody Но в то же время я никого не знаю, that came to Christ который ко Христу пришел бы with our Baptist men благодаря нашим баптистским, participating in мужчинам, this church activity. которые принимают участие в этом What церковном I'm telling you волейболе. is, Почему я им это рассказываю? everything Все, that we do что мы делаем,
should have a purpose должно иметь цель of pointing people to Jesus. приводить людей ко If you Христу. teach Sunday school, Вы преподаете в малой you're not группе, just teaching the Bible, вы не просто там Библию you're преподаете. teaching the Bible to point those children to Jesus. Вы учите их Библии, чтобы привести их к Христу. If you're singing in a choir, Вы поете в хоре? you're not just singing in a choir to be singing. Вы не просто поете в хоре, лишь бы петь. The purpose of your singing Цель вашего пения is to point people to Jesus. — это указать людям на Христа. But it's easy for a church to forget that. Но для церкви это все очень легко And забываемо. suddenly you're just doing things. И однажды ты увидишь, что ты делаешь что-то, Like this American church participating in volleyball. как та церковь в Америке, которая делала волейбол, And many people are active. и много людей были задействованы в этом But всем. what's the purpose of this? Но какая цель этого всего? And you have to say, И вам надо сказать, as a committed Christian, как посвященный христианин, yes, okay. так, хорошо, If we're going to have a volleyball team, если у нас будет волейбольная let команда, half of them be non-believers and half of them be believers. давай так, половина будет только неверующие, а половина уже верующие. And let's use volleyball to bring people to И Christ. давай волейболом будем приводить людей ко Христу. If we are going to do something, Если мы будем что-то let's do делать, something with a purpose in mind. давайте это делать с целью в своем уме. If our choir is going to sing, Наш хор, если он будет let петь, them sing with a desire that people will fall before Jesus. пусть они поют с таким рвением и желанием, чтобы люди падали перед Христом. How many choirs Сколько хоров sing, поют, and it's an end within itself? и все заканчивается в конце песни. Oh, it was perfectly performed. Да, все красиво, они We выступали, were on tune, мы были в правильном настрое, and we sang it so мы beautifully. красиво спели, And the Spirit of God can say to us, и Дух Божий может нам сказать, and so, и что с этого? you're just performing music. Ты просто красиво музыку здесь But as a Christian, производил. Но как something христианин, more is in mind. кое-что большее должно быть у Performing тебя. music to honor Jesus Christ Это играть музыку на честь so that Христу, they might become His follower, чтобы слушатели могли стать Его to последователями. whom much is given, Кому много дано, much more is required. с него много спросят. And if we're going to be faithful servants of Jesus И Christ, если мы будем верными служителями Христу, you've got to constantly keep asking two questions. вам надо постоянно себя спрашивать два вопроса. Why are we doing this? Зачем мы делаем вот это? And why are we doing it this way? И почему мы вот это делаем вот так? Now listen, Послушайте. every pastor must ask that question, Каждый пастор должен себя Every deacon спрашивать, must ask that каждый question. диакон себя должен спрашивать and об этом. every Sunday school teacher must ask Каждый that учитель question. школы воскресной и малой группы. Why are we doing this? Почему мы делаем это? And why are we doing it this way? И почему мы вот это делаем вот так? Some of you are involved in children's camps in the summer. Кто-то работает в детских лагерях летом. Do you know why you're doing that? А вы знаете, зачем вы это делаете? Why are you doing it the way you're doing it? А зачем вы это делаете именно вот так, как вы это делаете? Some of you are involved in youth camps and youth events. Кто-то задействован в молодежных мероприятиях, лагерях. Why are you doing that? Зачем вы это делаете? Why are you doing it that way? И зачем вы это делаете именно вот так? And pastors Пастора, need to back off вам надо отступить на and look at секундочку all the church activities. и посмотреть на все, что происходит в вашей And say, церкви, и спросить, Why are we doing this? зачем мы все это делаем? And why are we doing it this way? И зачем мы вот это все делаем именно вот так? For example, Например, that pastor in America, тот пастор в I Америке, sat down in his office мы сидели в его and he офисе, said to me, и он спросил меня, why is our church почему наша церковь spending so much time тратит так много времени, practicing and practicing тренируясь и тренируясь, to be a better volleyball team? чтобы быть лучшей волейбольной командой? And why are all of our young men И почему все наши молодые парни, involved in being better volleyball players? все думают только о том, как быть лучшим волейболистом? Why are we doing this? Зачем мы все это делаем? Why are we doing this? Для чего мы это делаем? And why are we doing it this way? И почему мы это все делаем именно вот так? And he said, И он сказал, we have 15 у нас есть of our 15 best deacons лучших диаконов, and our best young men, и наши лучшие молодые парни, and sometimes they practice 5 hours a week. и иногда они по 5 часов в неделю тренируются
And I'm thinking, И я себе думаю, how many people could come to Christ if these people were out talking to people about Jesus? сколько людей могло прийти бы к Христу, если бы эти люди 5 часов говорили с неверующими о Instead Христе, of up here playing volleyball, вместо того, чтобы вот здесь играть в how many волейбол? people would come to Christ Сколько людей пришло бы ко Христу, if these 15 deacons and young men если бы эти 15 диаконов и молодых парней were taught to do personal evangelism? занимались разговорами евангелизационными? I don't know anybody that's come to Christ И он сказал, я никого не знаю, as a кто пришел result ко of Христу this activity in our church. благодаря этому волейболу в нашей церкви. So why are we doing it? Поэтому почему мы это делаем? Why are we doing things this way? И почему мы то, что делаем, делаем вот так? And in my own ministry, В моем служении I лично have to ask the question, я должен задавать вопрос. why are we doing what we're doing? Почему мы делаем то, что мы делаем? Is it really to honor Jesus Christ? Это реально на честь Is и it славу really to bring Христу? people to Christ? Оно реально приведет людей ко Христу? And why are we doing it this way? И почему это делаем именно вот так? Is there a better way to do it? Может, есть лучший способ этим заниматься? We can never stop asking those two questions. У нас нету права перестать задавать себе вот эти God wants to вопросы. use us Бог хочет использовать нас in evangelism, в евангелизме. but you cannot be used in evangelism Но Бог не может тебя использовать в евангелизме, if you stop asking those two questions. если ты перестанешь задавать себе вот эти два вопроса. Why are we doing this? Почему мы это делаем? Why are we doing it this way? И почему мы это делаем именно вот так? You must and I must constantly ask that question. И ты должен, и я должен постоянно задавать себе этот So вопрос. let's take a step back. Итак, давайте отступим в стороночку. In our first session, В нашей первой сессии I talked about our motive for doing evangelism. мы говорили о мотивации для евангелизации. Then I spoke about our message Потом мы говорили о том, что мы говорим in людям evangelism. в евангелизме. We must present God. Итак, мы должны Biblically. Бога представлять им, библейского Бога, He's a holy God that loves sinful men. что Он святой Бог и любит грешного человека. And then we must present sin biblically. И также мы о грехе должны говорить It separates us from по-библейски, God. что это отделяет нас от Бога And sends people into a hopeless eternity. и отправляет людей в безнадежную вечность. And then we must understand how to preach Christ. И также мы должны понимать, как правильно проповедовать Христа. And we must proclaim Him. И мы должны провозглашать Его. And then we must preach forgiveness Должны проповедовать о as a result of прощении, repentance and faith. что это будет только в результате покаяния и And when we веры. do that, И когда вот все это мы we будем are делать, preaching the New Testament gospel, мы проповедуем новозаветнюю Евангелию, which is the power of God unto salvation. которая является силой Божией на спасение. Now, it's interesting Это интересно. because you have this word in Russian, У вас в русском языке есть такое and слово, I think you have this word also in Romanian that some people speak in Moldova. и, возможно, это слово также есть и у румынов и When молдаван, Paul said the gospel is the power of God. где Павел говорил, что Евангелие — это сила Do Божья. you know what that word power is? Что это слово такое? Сила. In the language of the New Testament, Greek, В греческом языке, в Новом Завете, it is the Greek word dunamis. вот так звучит это слово в греческом языке. Listen again. Послушайте, как оно звучит. Dunamis. It is the word from which we get our word dynamic, От этого слова у нас происходит слово «динамический», dynamo, и powerful movement. итак, динамическое, сильное движение. And Paul said, when we preach the gospel, И Павел говорит, когда мы проповедуем it is Евангелие, the power of God being unleashed. это вот эта сила Божья, которая отпускается к людям. We need to have confidence that when we lift up Jesus Christ, И у нас должна быть уверенность, что когда мы And present a превозносим biblical Иисуса gospel, Христа и провозглашаем there is библейское power to Евангелие, change anybody. то эта сила может поменять любого. Let me tell you what we did during the break time. Вот что мы делали во время перемены. We talked about some of the wonderful changes that has been seen in the lives of people. Мы говорили о некоторых переменах, которые произошли в жизнях некоторых People людей. that you would never predict В жизнях would be людей, converted to Christ. о которых вы никогда бы не думали, что они покаются. Their hearts were changed by the preaching of the gospel. Но сердце их поменялось благодаря Евангелию. Don't stop
proclaiming the gospel. Никогда не останавливайся провозглашать эту Евангелию. Don't stop proclaiming the gospel Никогда не останавливайся ее провозглашать. to just do church camps. Или просто делать там лагеря. When you have a church camp, Если у вас просто лагерь, preach the gospel. принесите туда Евангелие. Don't stop preaching the gospel when you do Sunday school. Когда вы занимаетесь в воскресной школе или на малой группе, проповедуйте Евангелие. It's not teaching children just little songs. Это не просто учить детей там какой-то песенке маленькой. It's to bring them to Christ. Это на самом деле работа привести их ко Христу. That American church Вот та американская церковь stopped preaching the gospel перестала проповедовать Евангелие, to have a good volleyball team. вместо этого организовали волейбол. And they had trophies in their hall. И у них там трофеи стоят. Oh, look, Смотрите, we won the volleyball tournament. мы выиграли в соревнованиях волейбольных. While people were going to hell В то время как люди и шли в ад, and getting divorces and разводились, committing sexual sins. грешили, прелюбодействовали. You mean you used your time Итак, вы хотите сказать, что вы ваше время for использовали that для вот этого, while people were dying without hope? в то время как люди умирали без надежды? Why are we doing what we're doing? Для чего мы делаем то, что делаем? And why are we doing it this way? И для чего мы делаем это именно вот так? Ask those questions personally. Задавайте эти вопросы лично Look at me себе. for a moment. Посмотрите на меня на секунду. Why are you doing what you're doing? Почему ты делаешь то, что делаешь? Secondly, И во-вторых, why are you doing it the way you're doing it? почему ты это делаешь именно вот так, как ты делаешь? Anybody Будь effective in evangelism любой, кто эффективен в has евангелизации, asked those kind of questions. задает себе вот эти вопросы. But now, А let's щас. very quickly move on. Давайте пойдем дальше. Because number 3, Потому что третий and maybe пункт, we can put it up here, возможно, он будет на экране, our mandate to do Это- evangelism. это наш мандат, который нам дали, наши полномочия, которые мы получили. Who told you Кто сказал to тебе do evangelism? делать, заниматься евангелизмом? Jesus Christ. Иисус Христос. He told us Он нам сказал это делать. that we were sent into the world Чтобы нас послал Он в to мир proclaim the gospel. провозглашать Евангелие. Sometimes Иногда I have people confront me. есть люди, с которыми я встречаюсь, Who told you спрашивают, кто тебе сказал to tell me говорить мне, that I needed Jesus Christ or I didn't have any hope? что мне нужен Христос и что у меня нет никакой I've had надежды. people get angry with me. И были люди, которые на меня злились For из-за preaching the этого, gospel. за то, что я проповедовал им So that I Евангелие. need to be sure in my own life И поэтому я должен быть уверен в своей личной жизни, that Jesus Christ что Иисус has Христос told me. сказал мне. Now let's stop. Остановимся. Notice I said Jesus Christ has told me. Вы обратили внимание, я сказал, что Христос сказал мне. Me. Мне. And you need to be just as convicted in your heart. И вам надо быть таким же уверенным в своем сердце. Why do you do evangelism? Для чего я занимаюсь Because евангелизмом? Jesus Christ told you, Потому что Христос сказал мне. and He said to you, И Он сказал каждому из нас, go into your world. ты иди в свой мир, I'm with you always. и я всегда с тобой So буду. it's His program. Это Его программа. I am not doing evangelism because it's my idea. Я не буду заниматься евангелизмом, потому что это моя идея. It's His idea Это Его идея, that I am to go into the world and share the good news of Jesus Christ. чтобы я и шел в мир и провозглашал добрую весть об Иисусе I Христе. have been entrusted with the gospel. Меня Евангелие удостоверило. Listen, please, Послушайте to this true story. эту реальную историю. A wonderful pastor in London В Лондоне один чудесный пастырь, had a man in his church у него в церкви был один человек. that was a cancer doctor. Он был врачом рака. And from time to time, he visited all of his members. И время от времени он посещал всех своих членов So церкви. on this day, И в этот день he went to the hospital он пошел в госпиталь, where the doctor worked. где работал этот врач. And they had a cup of tea together. Они выпили чашечку чая And вместе. then they were walking down the hall И потом они шли по коридору, before the pastor said goodbye to him. и перед тем, как пастор попрощался с ним, And the pastor said to him, пастор его спросил: if you discovered the cure of cancer, если бы ты нашел лекарство рака, причину,
What would you do? Что бы ты делал? And the doctor stopped И врач остановился, and looked at him посмотрел на пастора and said, и сказал: Pastor, пастор, I would tell the world. я бы рассказал всему миру. Well, we have the cure for sin. Друзья, у нас есть лекарство от греха. Why aren't we telling the world? Почему мы об этом не говорим всему миру? We have an obligation. У нас есть Not обязательство. only has Jesus Christ given us a commission, Иисус не просто дал нам послание, направление, куда идти, but compassion но также дал нам уверенность, tells us that we must tell them. чтобы Он сказал нам, чтобы мы говорили им. That doctor said, well, I would tell everybody, Этот врач сказал: я бы всем рассказал, even if they laughed at me, даже если бы с меня if they told me смеялись, to mind my own business. если бы они не сказали, что я провалю все If I свое knew the дело, cure of cancer, если бы я нашел лекарство I от would рака, tell everybody. я бы всем рассказывал. And the pastor simply said, И пастор просто сказал: then why aren't we так почему же мы telling everybody не говорим about всем him? о нем? It happened a long time ago, Это произошло давно, очень in the давно, 1960s. в 1960-х, 60-х, да. An American president Американский президент, was shot in the head and assassinated. его застрелили, пуля прошла в голову. Within 24 hours. И 24 часа прошло, 98% of the world population 98% всего населения Земли knew that John F. Kennedy has been killed. узнали, что Джона Кеннеди убили. Everybody in Russia knew. Все в России знали, Everybody in Europe knew. в Европе все знали, Everybody in Ukraine knew. в Украине. It was big news. Это была большая The новость. President of the United States has been assassinated Президента Соединенных Штатов убили. within 24 hours. И за 24 часа 99% of the world population had heard about it. 99% населения Земли об этом услышало. And this was before the internet. Это было еще до This was in интернета. the 1960s. Это были 60-е годы. 2,000 years ago, 2000 лет назад Jesus Christ died on a cross. Иисус Христос умер на кресте. 2,000 years ago. 2000 лет назад. One half of the population Половина населения of today's world сегодняшнего мира does not know who Jesus was понятия не имеют, кем был Иисус or why he died on a cross. и зачем Он умирал на кресте. 99% of the world А 99% всего мира learned of John F. Kennedy's assassination within 24 hours. узнали о смерти Кеннеди за 24 часа. But in 2,000 years, А за 2000 лет half the population половина населения does not know who Jesus Christ is еще не знает, кто такой Христос or why he died on the cross. и зачем Он умер на кресте. Shouldn't that speak to all of us? Не должно ли это к нам, каждому, проговорить? One of the greatest companies in the world Одна из больших компаний всего мира is the Coca-Cola Company. — это Coca-Cola. When we approached the year 2000, Когда мы пережили год 2000, everybody that worked for Coca-Cola все, кто работали на Coca-Cola, was told, им сказали: we have a mission. у нас миссия, цель. We want everybody on the planet, Мы хотим, чтобы все люди на этой планете 10 years of age and older, от 10 лет и старше to have tried Coca-Cola at least one time. попробовали напиток Кока-Колу хотя бы раз в жизни. We want everybody on this planet Мы хотим, чтобы все на этой планете to have tried Coca-Cola попробовали Кока-Колу one time хотя бы однажды. who is above 10 years of age. Все, кто старше 10 лет и выше. If the Coca-Cola Company Если компания Coca-Cola could tell the people that work for them, говорит людям, которые we работают на want нее, everybody что мы хотим, чтобы все to try Coca-Cola, попробовали Кока-Колу, why is it то почему that people in Ukraine люди в Украине and in Moldova и в Молдавии have never been personally told about Jesus Christ? еще никогда лично не слышали о Иисусе Христе?
We were in Zaporozhye, Были мы в Запорожье. and someone attended one of our events. Кто-то посещал одно из наших мероприятий. And I preached about Jesus Christ Я проповедовал о Христе and his death on the cross. и о Его смерти на кресте. And a girl from the Orthodox Church came up and said, И девушка с православной церкви подошла и спросила: I knew that Jesus Christ lived and died. «Я знаю, что Он жил и To умер, be honest Христос. with you, I knew he died on the cross. И, честно говоря, я знаю, что Он умер на But I кресте. never understood why he died on the cross. Но я никогда не понимала, для чего Он там But I can tell you умирал. this. Но вот что я тебе скажу. Today, Сегодня, for the first time, впервые в жизни, I discovered я узнала, he died for me. что Он умер за меня. What is my task? Какая моя работа, To задание? tell everybody Сказать каждому, why Jesus Christ died on the cross для чего Христос умер на and to кресте. help them understand why he died for them. И помочь им понять, почему Он именно за них умер. That's our mandate. That's our commission. Это наше задание. Это наше What we are to do. задание, которое нам сказали делать. And all of us И все мы must be personal evangelists. должны быть лично евангелистами. But Michael, Но, Майкл, how do I do that как же это делать? in a way that's effective and not offensive? Так, чтобы это было эффективно и никого не обижало. Let me simply give you an illustration from my life. Дам вам маленькую иллюстрацию, простую, с моей жизни. If I meet a person Если я встречаю человека, and I sense that they need the Lord, и я чувствую, что ему нужен Господь, and I have the opportunity of talking to them, и у меня есть возможность пообщаться с этим человеком, do you know what I say to them? знаете, что я говорю такому человеку? Would you allow me Разрешишь ли ты мне to ask you a personal question? задать тебе личный вопрос? And if they say no, Если они говорят «нет», I respect it. я уважаю их решение. But 99% of the people will say, Но 99% людей говорят okay, «хорошо». would you let me ask you a personal question? Можно задать тебе личный вопрос? Let's imagine you're on the train Представим, ты на and you're поезде, headed for Lviv, ты едешь во Львов, and a person sits down beside you, и рядом сидит человек and they say, let me tell you about my и family. говорит: можно тебе рассказать о моей Let me семье, tell you about my life. о моей жизни. Let them talk. Разрешите им говорить. And with a smile on your face, И с улыбкой на вашем Say to лице them, спросите их: would you let me ask you a personal question? а можно и тебя кое-что личное спросить? And 99% of them will say yes. 99 людей скажут вам «да». And then you say, И потом вы скажете: has anybody кто-либо ever cared about you enough когда-нибудь думал или переживал о тебе настолько, to tell you how much God loves you? чтобы рассказать тебе, что Бог очень сильно тебя любит? And let me tell you, he does love you. И говорю тебе, Он любит тебя. And that's why Jesus came into the world. И вот почему Иисус пришел в этот мир. And when he died on the cross, И когда Он умирал на кресте, he died for me Он умирал за and меня all of my и sins, за все мои and грехи. he died for И you Он умирал за and for тебя all of your и за sins. все твои грехи. Have you ever personally Ты когда-либо said to лично Jesus Christ, говорил Христу: thank you for dying for me, a sinner? спасибо тебе за то, что умер за меня грешника? Don't tell me you cannot personally evangelize people. И не говорите мне, что вы не можете евангелизировать людей лично. I tell you very few times when I've said, could I ask you a personal question? Говорю вам всего несколько раз, когда я спрашивал, можно ли задать тебе вопрос Almost личный. never. Практически Somebody никогда said, no, you can't ask me a personal. мне говорили, что нет, нельзя. They say yes. Всегда говорили: да, And можно. then I say, И потом я говорил: has anybody кто-либо cared enough about you переживал или думал о тебе настолько, to tell you how much God loves you? чтобы рассказать тебе насколько Бог любит тебя? And then you can say, И потом вы можете добавить: He's a God that loves us Он Бог, который любит нас, in spite of the mistakes I've made. несмотря на ошибки, которые And мы you've делаем, и ты, которые He делаешь. loves you in spite of your sins. Он любит тебя, несмотря на твои But грехи. our sins separate us from God. Но грехи наши, они ведь отделяют нас от Бога. And you can present the gospel.
И тогда вы можете о Евангелии Don't рассказать. tell me И не говорите that мне, we cannot do что evangelism мы не можем заниматься with the евангелизмом confidence that Jesus Christ wants us to do it. с уверенностью, которую Христос нам дает. We have His mandate. У нас Его поручение. Go and tell. Иди и Go расскажи. into the world. Иди в мир. Preach the gospel. Проповедуй Евангелие. And when we tell them about Jesus И Christ, когда мы говорим о Христе, without talking about religion, без разговоров о религии, you know what they will say to you. вы знаете, что они вам If you скажут. say, "Are you a Christian?" Они спросят, ты they христианин? will reply, И да. "Oh, I'm Orthodox." Ну, я Oh, I'm православный вам Catholic. скажут, или я католик вам скажут. Don't even bring that up. Не поднимайте эту тему. Ask the question, Задайте вопрос. has there ever been a moment Был ли момент в твоей in жизни, your life в твоей жизни, when you personally thanked Jesus Christ когда ты лично благодарил for Христа dying for you за смерть за тебя and rising for you? и за то, что воскрес Он для Have you тебя? ever personally thanked Him? Ты лично когда-нибудь Его благодарил за это? And if they answer no, Если их ответ будет you нет, can say, вы можете сказать, "Let me teach you this simple little prayer," тогда разреши научить себя этой маленькой короткой молитве. and introduce them to pray to Jesus Christ. И расскажите им о молитве к Иисусу Христу. Let it be personal and tender and loving. И пусть все это будет личной беседой, сокрытой, с любовью. So our mandate, Итак, наше our поручение, commission, то, что нам we задание are to наше, tell them мы должны сказать им about Him, о Нем. not about our church, Не о нашей церкви, not about our family, не о нашей семье, not about our pastor. не о нашем пасторе. Witnessing. Свидетельство, Listen to John Stott, вот что об этом сказал Джон the Сток. great English evangelist and Bible teacher. Это большой британский евангелист и учитель Библии. You are not witnessing Вы не свидетельствуете, until you stop talking about yourself пока вы не перестанете говорить о себе and start talking about и Him. не начнете говорить о Нем. How wonderful is Jesus to you? Насколько Иисус чудесный для тебя? Can you sit down with a person and say, "Oh, let me tell you about Jesus Ты мог бы сесть с кем-то и сказать, о, слушайте, я расскажу, какой and what He's прекрасный done for Иисус. my life?" И что Он для меня сделал в жизни? We can talk about everything else И мы можем говорить, на самом деле, о чем-либо другом. with enthusiasm С таким and with энтузиазмом joy on our и face. с радостным лицом. But somehow Но как-то, we just can't talk about Jesus Christ и почему-то мы не можем говорить так о Христе, in the same spirit. с таким же духом. That becomes my responsibility. И это моя ответственность. Listen, Послушайте. I have stood before 1 million people. Я стоял перед миллионом людей. I have preached nearly 20,000 evangelistic sermons. Я сказал где-то 20 тысяч евангельских проповедей. And for 50 years, И за 50 лет I have averaged speaking 1 time a day. я в среднем проповедовал 1 раз в день. That does not mean that I'm an evangelist. И это еще не означает, что я евангелист. I'm not an evangelist Я не евангелист, if I don't have the desire and the ability если у меня нет желания и возможности to look into somebody's eyes посмотреть в чьи-то глаза and say, и сказать, "I want to tell you something. я должен тебе что-то сказать. You're missing the best in this life and for eternity Ты теряешь самое лучшее в этой жизни и в жизни вечной, if you do not know Jesus Christ personally." если ты лично не знаком с Иисусом Христом. And I should be able to speak with tenderness И я должен говорить это с дрожащим голосом and with tears. и со слезьми. I tell you, my life would be worthless. Говорю тебе, моя жизнь ничего бы не And you would стоила. not even want to know me. Тебе бы даже не хотелось меня знать. And I would not want to know you И я бы также не хотел знать даже тебя. if Jesus Christ Если бы had Христос not Иисус become real in my life. не стал настоящим в моей And I'm жизни. not asking you to join a religious organization right now. И я не прошу тебя сейчас вступать в религиозную организацию.
I'm asking you Я тебя прошу, to give your heart and life to Jesus. это отдать свое сердце и жизнь Иисусу To Христу, recognize your problem is sin. чтобы реально понять, что And твоя проблема — recognize your это only грех, hope is и что Jesus. твоя единственная надежда — это Христос. That's what He has sent us to tell the world. Вот для чего Он послал нас в мир. When we get back after lunch, Когда мы придем после I want to give обеда, you some definitions of evangelism. я расскажу вам некоторые определения евангелизма. And I want you to consider these definitions, so be prepared to write some of them down. И я хотел бы, чтобы вы их запомнили, поэтому готовьтесь что-то записывать. And then after lunch, И после обеда we're going to talk about the power that we have for doing мы evangelism. будем говорить о силе и мощи, которую у нас есть для евангелизма. Listen again. Послушайте. You shall be my witnesses Вы должны быть моими after the Holy свидетелями, Spirit когда Дух has Святой empowered you. даст вам силу. We need to emphasize evangelism Нам надо ставить акцент на in евангелизме, the power of the Holy Spirit. который происходит благодаря силе Духа But there Святого. is so much that is taught that is untrue Есть столько всего сказанного об этом, которое неправда. about the power of the Holy Spirit. Именно о силе Духа Святого. We're going to talk about definitions of evangelism Итак, мы поговорим о определении евангелизма and the power of evangelism, и о силе евангелизма, which is being done through the enabling and the empowering of the Holy Spirit. которое возможно только благодаря силе и возможностям Духа Святого. I want you Я хотел бы, чтобы вы to let God speak to you. разрешили Богу проговорить к вам. I'm not just trying to give you information. И я здесь не пытаюсь просто вас информацией оснастить. I want your heart to burn within you. Я бы хотел, чтобы сердце ваше вгорело внутри вас. And whether you're a pastor И неважно, ты пастор or a Sunday school teacher, или учитель воскресной for школы, you to say, чтобы ты сказал: oh, that was for me. «О да, это было для меня. I've got to do it. Я должен это делать. And He's going to help me. И Он мне поможет». And I want to be more effective И я хочу быть более эффективным, doing evangelism делая евангелизм, than I've ever been before. чем когда-либо раньше. A final illustration, Итак, последняя иллюстрация, and then we're finished. и мы будем заканчивать. There was an evangelist in America named D.L. Moody. Был евангелист в Америке, звали его Муди. And somebody asked him, Его спросили: Mr. Moody, «Мистер Муди, what is your goal in life? какая твоя цель в жизни?» And D.L. Moody said, И Муди сказал: my goal in life «Моя цель жизни is to go to heaven — это прийти в небо and see how many people I can take with me. и посмотреть и увидеть, сколько людей я смогу взять туда с собой». You're going to go to heaven. Вы идете в небо, But as it stands right now, но прямо сейчас. how many people would you take with you? Как вы думаете, сколько людей вы с собой туда заберете? How many people Сколько людей have you helped become serious followers of Jesus Christ? получили вашу помощь в исследовании за Христом? Listen again to Moody. Послушайте еще раз, что говорит Муди. My goal in life «Моя цель жизни is to go to heaven — это пойти в небо and see how many I can take with me. и увидеть, сколько я людей могу взять туда с собой». Make that your goal. Пусть это станет вашей целью. Let God use you Разрешите Богу использовать вас, in introducing people to Christ. представляя Христа людям. Do the work of the evangelist. Делай работу евангелиста. That's what Paul told Timothy, Это Павел сказал Тимофею, and it's what God и это Бог is telling you. говорит сегодня тебе. Paul told Timothy А Павел сказал Тимофею 2,000 years ago, 2000 лет назад, and God told you и Бог сказал тебе 2 seconds ago. 2 секунды назад. Do the work Делай работу of the evangelist. евангелиста. Oh, thank you for giving me this privilege. Очень благодарен за эту привилегию, друзья. And I pray that you sense И я молюсь, чтобы вы ощутили, that this is not just a lecture. что это все не просто лекция. I'm opening the door Я открываю дверь and letting you sense и даю вам возможность the ощутить heartbeat of my soul. удары моего сердца и души. Let's all go to heaven, Давайте все пойдем в and небо. let's see how many we can take with И us. давайте посмотрим, скольких мы можем взять с собой. Amen. Аминь. Let's stand together. We're going to pray, Помолимся.
And I'm going to slip over here and stand to the side И я стану вот здесь в as our стороне brother leads us in prayer. и разрешу брату помолиться за нас. Помолимся. Наш Господь и Бог, мы так благодарны Тебе за то слово, которое звучало к нашим сердцам. Помоги нам, Господь, как верующим людям, не быть беспечными к тому, что происходит вокруг нас. Помоги нам, Господь, загореться этим огнем дела проповеди Евангелия. Помоги нам, Господь, так любить тех, которые живут с нами, чтобы жертвенно служить, Господь, нести Евангелие, нести эту благую весть для спасения грешников. Мы благодарим, Господь, за служение Майкла Гота, за его посвященность, за его жертвенность. И благослови всех нас, Господь, чтобы мы, взирая на добрые примеры, Господь, наших братьев, служителей, Господь, проповедников, евангелистов, подражали, Господь, вере, подражали служению, и чтоб Тебе во всем была слава. Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И я хотел бы сделать объявление, братья и сестры, давайте мы перед обедом выйдем на центральный вход организованно, быстренько, сфотографируемся, чтобы нам сделать такую памятную фотографию, и затем пойдем на обед. И всем приятного аппетита. Пожалуйста, выйдите сейчас на ступеньки, на центральный вход для фотографии.